мне очень хотелось пустить все эти плети на потолок. Ну, сделать такую беседку или летний зимний садик. Но у меня теперь каждый день появилась утренняя забава. Разбирая вчера и прикрепляя вот эти плети, я нашла очень много цветоносов, новых цветоносов. И я подхожу каждый день к этой огромной хвое и смотрю, не появился ли вот здесь, где-то внутри этого темного места новый цветонос. И каждый день что-то обязательно нахожу. Смотрите, в самом темном месте бутоны. Иногда здесь и разглядеть сложно. Вот там наверху тоже цветок. Добрый день, друзья! Я недавно вам рассказывала про свою огромную хвою карнозу. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И в том видео видно, что она разрослась очень сильно и первый раз зацвела за всю свою жизнь. Ну, жизнь у меня, конечно, ей чуть больше 4 лет. И если вы обратили внимание, то все ветки были направлены в углы балкона. А балкон у меня небольшой, всего 90 сантиметров шириной и 2,5 метра в длину. И мне очень хотелось пустить все эти плети на потолок. Ну, сделать такую беседку или летний зимний садик. И когда я начала этим заниматься, вот с той стороной у меня все очень быстро получилось. Я убрала из угла все плети, прикрепила их на очень интересные держатели, которые приобрела на Озоне. И все было замечательно. А вот со вторым углом было сложно, потому что там такое большое переплетение цветка, что сама я справиться не могла. Ну, то есть что-то я прикрепила, а основная часть осталась в том углу. И вчера я попросила мужа помочь мне отключить свет, для того, чтобы лампа мне не мешала это сделать, и все эти плети опустить сюда. А еще это было сложно сделать, потому что там есть... Кабель-канал. Нет, не кабель-канал, вот этот черный шнур, который... Это что у нас, диммер или кто это? Вот это серебристое. Диммер. Вот там есть черный шнур, который идет к диммеру, там есть кабель-канал, и все это было закручено этими лианами. А кабель-канал, основной большой кабель-канал, идет над потолком. Вот сейчас, если Миша удобно, он вам покажет. Он длинный-длинный на всю длину балкона. И когда он начал это все снимать, начал отделять эти плети от проводов, мы увидели, что одна из лиан проходит в кабель-канал, и хвои не перестают удивлять. Он начал снимать кабель-канал, а там огромная плеть хвои, причем она толще, чем тот провод, который находится в кабель-канале. Вот он сейчас показывает вам эту плеть. Мы разобрали весь кабель-канал, и плеть получилась более 2 метров. Вот так я ее прикрепила к потолку. Покажи самый край. Там такое большое утолщение. Она, видимо, в кабель-канале во что-то уперлась, не знаю, там что-то это было, и повернула назад. Ну, жажда жизни. Решила выйти обратно. Да, а посмотрите, какие на ней корни. Огромные корни, которые тоже находились в кабель-канале. Понятно, что они белые, но если мы посмотрим на карнозу, то когда она растет вот
просто так. У нее есть эти воздушные корни, но это зачатки этих корней. Вот смотрите, вот такие корешки, они есть всегда, но они потом усыхают и не развиваются. Влаги недостаточно. Если бы была все время влага, то эти бы корни росли. Но вот что происходило в кабель-канале? Значит, под потолком, вот в этом закрытом пространстве есть какая-то влага, и корни росли. Изменение температуры ночной и дневной. Да, наверняка это просто конденсат. И ей хватило вот этого конденсата для того, чтобы в темноте, в кабель-канале растить вот такие корни. Вот сейчас мы ее достали, я прикрепила ее через весь балкон по потолку, и теперь пусть она растит листья. Но у меня теперь каждый день появилась утренняя забава. Разбирая вчера и прикрепляя вот эти плети, я нашла очень много цветоносов, новых цветоносов. И я подхожу каждый день к этой огромной хвое и смотрю, не появился ли вот здесь, где-то внутри этого темного места, новый цветонос. И каждый день что-то обязательно нахожу. Смотрите, в самом темном месте цветонос, и уже скоро появятся цветы. То есть вот так поднимаешь листик, а вот он цветонос, а вот цветет. Бутоны. Иногда здесь и разглядеть сложно. Вот там наверху тоже цветок. Его просто я не достаю, а под листом его не видно. Вот еще. Наверху тоже скоро распустится. Ну и там тоже распустились. Вот сегодня ночью начала распускаться вот эта гроздь цветов, а там еще только бутончики. И в прошлом видео я вам объясняла, что же я такое сделала. Ничего особенного. Просто тот аминосил, которым я поливаю фаленопсисы, и он у меня остается, я поливаю хвои. Всю зиму. Да, и поливала я их всю зиму. Поэтому летом вот такое интересное цветение. И, конечно, мы не ожидали увидеть такую огромную часть лианы, вот эту большую плеть в кабель-канале. Но орхидеи, и тоже благодаря аминосилу, я вам обязательно покажу, как она расцветет. Опять расцветет. Это же не первое ее цветение. В этом году дендробиум нобеле цветет, не хочется говорить, но из всех дырок. Ну вот где только возможно, он цветет. Даже на тех бульбах, которые появились 3-4 года назад. Тоже появляются бутоны и появляются цветы. И сейчас сниму зигопеталу. И вот там, в глубине, вон какая красивая плеть, какой красивый цветонос у дендрофаленопсиса. А у хвои, вот вам рассказываю, объясняю, и тут же заметила еще новый цветонос прямо у стеночки. Орхидеи на балконе, на полках тоже цветут. Но есть уже отцветающие, например, зора. А вот там вдали, вот там в глубине, их даже не видно, цветоносы. Эсми, который цветет на 4 цветоноса. А вот там внизу в глубине распустилась абба.
А с другой стороны то же самое. Есть еще и цветоносы. Вот они. Но Лас-Вегас уже радует своим цветением. Здесь тоже продолжается цветение. И один из моих любимых — это маленький сапфир. И цветы, и есть еще бутоны. И наверху то же самое. Есть орхидея Big Lip, Sunset Love. Еще не распустила все свои бутоны. А вот это, по-моему, карамель еще только тянет свой большой крупный цветонос. А, вот еще цветонос. Совсем пропустила мимо. Но, кстати, название этой орхидеи я и не знаю. Так что орхидеи продолжается цветение, и они меня радуют. Не только хои, но и фаленопсисы. Обещала вам показать орхидею ваниль. Я ее недавно вам показывала, как она прекрасно растет. Ссылку оставлю на видео, в котором я об этом рассказывала. Я обещала вот так мхом обвить опору, к которой прикрепила ваниль. Но получилось немножко не так, как она выглядела раньше. Я на опору закрутила сразу 2 отростка. Посмотрю, как она будет расти. Ну, а ваниль, вот пока она растет, как и карноза, очень активно. А будет ли цвести эта орхидея? Время покажет. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.